Приветствую всех на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Интернет-магазин Агромаркет опять меня приятно удивил. В этом году коллектив этого магазина пошел навстречу и начал отправку саженцев цветочных растений в конце февраля, в начале марта. Именно для нас, южан, ведь в апреле в прошлом году я получила растения, уже было поздно, и некоторые растения болели, а несколько погибло. И вот я получила посылку 2 марта. Очень хорошие, здоровые саженцы 2 карликовых персиков, 2 киви и плетистой розы, луковицы анимон и лютиков. Кстати, розы, цветочки мне обошлись по 1 копейке. Это все мне удалось по такой цене заказать 28 февраля при ночной распродаже, которая называлась у них «Зима уйдет громко». Я пользуюсь этими акциями и очень часто приобретаю за вот такие небольшие деньги очень интересные растения. И вот посылка пришла в период Козерога при убывающей луне. А далее был Водолей, новолуние 6 марта и дни черной луны, время Овна. Поэтому все растюхи сняла с них упаковочку и поместила в ведро с влажным кокосовым субстратом. А ведра занесла в холодное темное помещение, где температура обычно у меня в это время составляет от +7 до +10 градусов. Здесь саженцы дожидались благоприятного периода для посадки. Ну вот наступил прекрасный день, 12 марта 2019 года, растущая луна в Тельце. Обожаю в этом как раз периоде в Тельце высаживать растения. И сегодня как раз то, что получила из агромаркета, интернет-магазина, свои растюхи, в данном случае в начале киви, я их перед посадкой вот сделала вот такую операцию. Так как они запакованы и корни собраны в одну, вот видите, вот так было. Если их посадить, сразу же было бы, корни были бы собраны в кучку и, естественно, не могли бы развиваться. А я их сейчас как раз вымываю от этого. Это обязательное условие. Уже сколько раз пробовала, высаживая так, растения мучились, и они были какие-то слабенькие очень. Иногда даже погибали. Вот смотрите, прекрасная корневая система. Это у нас киви, 2 киви соло и какой-то подарочный. Вот, и сейчас я их замочила, корни выпрямились и пойду высаживать в подготовленные ямки. Вот здесь 2 ямочки. Здесь получается как раз от теплицы западная часть и юг. Получается, что ноги не будут припекаться, и в то же время зимой будет им какое-то своеобразное утепление. И здесь как раз 2 ямочки. Выкопала ямку глубиной где-то сантиметров 40-50, насколько это видно. Один из саженцев со специальными удобрениями, вот Агробокс называется, я здесь его как раз вот эта часть у корня с удобрением поместила, перемешаю. И сейчас в эти ямки, хотя земля хорошая, я подготовила вот такую смесь. Я заранее дерновую землю перемешала, у меня получилось 2 части дерновой земли и 1 часть кокосового замоченного субстрата. И на одно растение у меня получается горсть, вот такая горсть вот куриного вот этого помета, специально подготовленного курника, который очень долго расходится, и растение будет брать столько, сколько ему нужно. Теперь я вот эти все части засыпаю сначала на дно земельки, перемешаю, ну а затем буду садить. Теперь у каждого есть домик, все корешки расправляю. И, кстати, вот эту землю, дерновую землю с кокосовым субстратом, частично еще добавила земли, перемешала вот эта земля, которая здесь есть, чтобы не было резкого перехода. Итак, корешки расправила. Теперь присыпаю уже снова же этой земелькой все корешочки. Вот. И готовлю раствор.
А теперь наступает очень ответственный момент, потому что я буду в воду, которой буду заливать посаженные саженцы киви и другие саженцы, буду сейчас добавлять кремний калий. Это очень хороший природный элемент. Он есть у меня в таком виде. Вот. Но лучше всего это очень просто, я уже испытала, мне нравится. Вот колпачок, здесь 35 миллилитров этого прекрасного природного микроэлемента. Перемешиваю и по 10 литров воды под каждое растение киви. И то, что я высаживаю. Я заметила такую особенность, что именно с кремнием водичка при посадке саженцев дает такую уникальную возможность растениям. Они очень хорошо развивают корневую систему. Корневая система мощная. В разные стороны эти корешочки стремятся, растут. И потом растения крепкие и устойчивы против различных стрессовых ситуаций. Тех же заморозков весенних и летних жар. Против вредителей более устойчивые растения, да и болезни обходят стороной, не так цепляются к растюхам. Поэтому при посадке использую вот такой способ чудо-раствора. Здесь у нас добавлена крещенская вода немного, 10 литров воды, где-то пол чашечки, там 200 миллилитров было крещенской воды и 35 миллилитров вот этого чудо кремния. И немножко здесь калия. Формула очень хорошая. Вот так я посадила свои саженцы, но сейчас еще не все. Их еще нужно спрятать от моих любимых кошек. Вот так прививочка получается чуть ниже. Вот. Подвой ниже, привой выше. Где-то на сантиметр-два. Далее присыпаю различными органическими остатками. Здесь и веточки елочек. И самое главное теперь укрываю от кошек. Вот таким образом. Все, посадка завершена. Раиса Кириченко посадила 2 растения киви. Одно называется соло, а другое какой-то очень интересный подарочный сорт. Все морозоустойчивые и самоопыляющиеся. Хотя у меня есть Дон Жуан, так что он сможет в любом случае и опылить эти растения киви. Прощаюсь с вами до следующего видео. Всего вам самого-самого доброго. Удачи во всем.